Пучков – это зашквар. Сынок, ты знаешь, что такое призывы? Ая Гидра, Ая Даган на венчане. Поговорим за призывы? Наверное, эта тема очень локальная и характерна для одного самоздата. А, нет, оно есть и на фигбуке, оно есть и на сёрчбуке, но тут хотя бы уже единично. В общем, не совсем локально, и есть над чем работать. Но что есть призывы? Это феномен в интернет-литературе, который заключается в том, что вам дают руководство по призыву демонов, маньяков, Пушкина. Почему бы и да? И как бы ладно, пионеры тоже звезды рисовали и мятных матных гномов вызывали. Как детская забава, это выглядит не так уж и ужасно. Но до какого абсурда может скатываться даже это? А какой же абсурд случается тогда, когда в голову рандомного человека приходит гениальная идея выстебать это? И он стебет, не понимая, что до него это сделало уже столько триллионов, триллиардов людей, что стёб становится не стёбом, а кринжом. А пару веков назад мы вызывали демонов Лапласа, а теперь персонажи даже не из крипипасты, а мультипликационных фильмов. Поговорим же подробнее о конкретных призывах с разных самоздатов, которые, на мой взгляд, явно не стёб или не полный кринж, а попыткам маленьких или не очень писак почувствовать себя в шкуре настоящих писателей, как их кумир Шалопай Васис 2014. Сначала о скучном. На удивление, сёрчбук почти девственно чист, тут и десятка, похоже, не найдется. Или я плохо ищу. Хотя в данной ситуации, как для читателя, для меня это даже хорошо, а как для контент-мейкера не очень. Рассмотрим же великий, невероятный, ужасный, животрепещущий, кровостынущий, без лишних промедлений. Перед вами предстает наш самый ужасный победитель номинации «Ужас года». Произведение наравне с Стивеном Кингом. Никак, он сам к тебе с топориком придет. Краткость и 100 таланта, и я рад, что мне не придется тут распинаться. Это единственное, что я нашел на сёрчбуке, подходящее к нашей тематике. Поэтому переходим к фигбуку. Тут материал уже побольше, но он в большей степени сделан как рассказ, без пунктов и просто того, что должен сделать читатель. Нет, обычный рассказ, и к ним никаких претензий нету. Но среди этого есть именно то, что мы ищем. Как вызвать мистера Велдена, Валанда, Веранда, Баланда, Валанчик? Итак, как вызвать мистера Велдена? Вам понадобится книга, металл, свеча, черный фломастер, 3 листка бумаги. Все должно проводиться ночью в полной темноте. Если кто-то увидит вас и в квартире будет гореть свет, то ничего не сработает. Черным, обязательно черным. Мистер Велден – существо тьмы. Фломастером пишем на первом листке Hello, втором листке I am, третьем листке ваше имя и фамилия, но только на английском. Мистер Велден ведь не русский, опять эти американцы. Далее садимся спиной к темному коридору. Старайтесь сесть как можно ближе к лестнице. Перед собой положите книгу и зажгите свечу. Далее 3 листка кладем в коридор, но так, чтобы буквы не были перевернуты, иначе Велден не сможет прочитать. Далее черчим вокруг себя круг, но обязательно черным фломастером. Это все потому, что он черный. Этот круг даст нам время на защиту. Помните, временно. Вы должны сами догадаться, когда следует идти, иначе мистер Велден заберет вас. После того, как начертите круг, сядьте ровно посредине. Обязательно посредине. Потом произнесите слова «Hello, мистер Велден, I wait you». Здравствуйте, господин Велден, я ждал вас. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. И если вы услышите бормотание у себя за спиной, значит мистер Велден пришел. Об этом также свидетельствует внезапно раскрывшаяся книга и движущийся металл. Не пытайтесь разговаривать с мистером Велденом,
Иначе никакой круг вас не спасет. Вы должны слушать его, нельзя перебивать, иначе мгновенная смерть. Свеча свидетельствует о настроении мистера Уэлдона. Если она горит хорошо, значит у него хорошее настроение, и он по прошествии 5 минут уйдет. Правда, стоит подождать еще 3 минуты, мистер Уэлдон может вернуться. И если свеча плохо горит, значит он не в настроении, и уйдет только по прошествии часа. После этого нужно подождать еще 13 минут. Самое опасное, когда свеча погасла сразу, с началом бормотания. Это значит, мистер Уэлдон в бешенстве. В таком случае быстро вставайте, но ни в коем случае не оборачивайтесь, иначе мистер Уэлдон просто разорвет вас на куски. Потом, как можно быстрее двигайтесь к лестнице. Спустившись, быстро включите свет и спрячьтесь где-нибудь. Мистер Уэлдон уйдет с рассветом и не вернется. Внимание! И если вы не закрыли книгу, прежде чем уйти, то лестница развернется, а ноги сами понесут вас к праотцу безликих, как я называю мистера Уэлдона. И знаете, это не самое плохое, что может быть. Тут чел хоть старался. Получилось? Нет, не очень. Теперь посмотрите, сколько несостыковок. То он тебя заберет, то он тебя убьет, разорвет, заставит вступить в ИГИЛ. А сколько тут клише. Черный фломастер, свеча и существо тьмы. Звучит смешно, а не пугающе. А в конце, вы видели? Вообще, праотцу безликих. А может быть, привет безногим? Что это означает вообще? Непонятно. Можно было лучше, а можно было никак. Мы пришли к золотому клондайку. Тут такого много. Тут можно обмазываться этим. А почему? А я не знаю. И этого настолько много, что я не мог решить, что мне выбрать. Призыв крипипасты или поискать что-нибудь экзотическое. Например, реальный призыв Пушкина. Но авторы этого места услышали мой немой зов и решили за меня, опубликовав новый призыв прямо у меня на глазах. Итак... Как вызвать Вакмаяда? Вакмаяданата? Варпмаяка? Да что не так? Помогите мне! Что за бред? Боже, ну и глупость! Очередной бессмысленный вызов. Купите автору мозгов. Именно это пронеслось абсолютно у каждого в голове после того, как вы прочитали название. Что ж, давайте разбираться. Кто такой Вакмат? Некое существо, которое можно увидеть, оно есть. Факты говорят о том, что Вакмат существует. Его описывают так. Маленький человек, ходящий на руках, ноги неестественно свисают в разные стороны. Волосы едва касаются пола, глаза отсутствуют, потому что он видит без них. К чему это? Вакмат — это тот, кто может вас сопроводить в ваши воспоминания. Разве вам никогда не хотелось провести еще пару минут в объятиях человека, которого больше нет в живых? Или посидеть у костра среди лагерских друзей? Или изменить ход событий так, как вам бы хотелось? Понятное дело, что в реальности ничего не изменится, а он это может. Хорошо, что нам нужно? Наличие 3 людей, ни больше, ни меньше. Белая, только белая глубокая посуда. Лучше всего одноразовая. Вода и черная, только черная гуашь, акварель или акрил. Лист бумаги, на который синим маркером, карандашом или ручкой нарисован человек. Он должен быть таких размеров, чтобы его вырезанная фигурка спокойно помещалась в посуду. Свеча, настоящая свечка, фитиль, который поджигает. Но можно обойтись и без нее. Однако вы вряд ли увидите Вакмада. Соответственно, спички или зажигалка. Как действовать? Для начала необходимо подготовиться и хорошо подумать о том, что вы хотите вспомнить, где вы хотите очутиться. Если с этим определились, то собираем 2 друзей. Вряд ли прохожие с улицы согласятся в этом участвовать. Необходимо найти комнату, в которой нет света или есть возможность полностью от него избавиться. Ванная или кладовая комната, а может что-то еще. Наливаем в посуду воду так, чтобы до края осталось 2-3 сантиметра. Красим воду, рисуем человечка и вырезаем его, не забывая о том, что он не должен быть больше, чем ваша емкость. Переносимся в комнату, где нет света. Поджигаем свечу, ставим куда-то повыше, не на пол. Ставим посуду с водой посреди комнаты. Зовем друзьяшек. Усаживаемся так, чтобы получился треугольник, вершина которого – это вы, либо тот, кто хочет вспомнить что-либо. Как понять, где нужно расположиться? Об этом далее. В емкость аккуратно погружаем человечка так, чтобы он не потонул.
Желательно, чтобы на нем не было капель воды. Теперь тот, кто будет вспоминать, садится напротив головы человечка. И это и есть вершина треугольника. Просим Лакмаяда прийти 2 раза, ни больше, ни меньше. О могучий и великий, о ужасный и прекрасный Лакман, ты из тьмы восстань, наполни чашу ты слезами и восполни наши пожелания. Отсчитываем в голове 1, 2, 3, закрываем глаза и не отрываемся более. Концентрируемся на воспоминаниях. Остальные участники следят за вами, крепко держат вас за руки, параллельно держат друг друга. Ну, вы поняли, до конца вызова руки не разжимаются вообще. Так что внимательно следите за этим. Лакман появится у вас во сне. Вы должны следовать за ним, потому что именно он должен подвести вас до ваших воспоминаний. Когда почувствуете, что вот-вот проснетесь, обязательно скажите Вакманду: уходи, не приходи никогда больше. Никогда не говорите ему спасибо, благодарю, было круто и так далее. Только ту фразу, иначе вы его очень сильно разозлите. Постскриптум. Если вы вызвали, то расскажите, что было. Спасибо. И концепция годная, а реализация средняя. Если отбросить все клише, все избитые мотивы, то можно увидеть, что монстр, выполняющий желания за просто так, реально оригинальная тема в такой нише крипи-контента. Но на этом и все, конец, ничего другого нового нету. Все то же самое. Могу предположить, что у автора лучше бы вышло написать об этом же, но именно в виде рассказа, а не перечня покупок в Вальпургиевую ночь. А теперь итоги. Почему я горю? Ведь и вправду тут нет ничего особенного в литературном плане. Плохое андеграундное творчество – это явление, которое не должно вызывать удивление или еще что-то, но просто есть пару «но». А вернее 2. Одно именно художественное. Призывы были всегда, испокон веков, а как продукт индустрии хоррора, начиная с Кровавой Мэри и Пиковой Дамы. И все бы это было неплохо, ведь можно рассмотреть это как некую интерактивную литературу, да и вклад в мировое искусство это привносило, Битлджус, как фильм, Кэндиман и прочее, но это мы сравниваем несравнимое. Каждый школьник, нарицательное, хочет показать, что он тоже может быть не хуже того пионерского фольклора, что он тоже творец, что его 3 пункта с обязательным наличием свечей кого-то напугает. На что этим людям не хватает? Опыта, здравой логики, возможно. И если когда-то такие списочки имели какой-то шарм, сейчас они пустые пустышки, ни больше, ни меньше. А второе, по поводу прикладного использования таких ритуалов. Сундук освещал проблему превращения в фей и какие последствия такого превращения могут быть. Удушье газа, взрыв того же газа, пожары, ожоги, сломанная жизнь ребенка и не только. А что отличает это от таких вот призывов? Ничего. А учитывая, что поголовно каждый автор оказывается пиромантом, которому обязательно что-то нужно поджечь, лишь увеличивает риск реально плачевных исходов неудавшихся ритуалов. И что мы имеем? Как литература, это не то, что бесполезный кусок кирпича, а возможно и опасный. Но я верю, что повзрослев, эти авторы все же достигнут своих детских мечт, и их рассказы будут пугать не хуже произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. А вы берегите себя и своих близких. На этом все. Фэр-фэр и пока-пока. Битлджус. Битлджус. Битлджус.